Приветствую всех в удивительном мире снегиря, который словно яркая живописная кисть в зимнем пейзаже. Эти красавцы с ярко-красным оперением привлекают внимание и вдохновляют нас своей утонченной красотой. Представьте себе красавца в маске. Вот такими изысканными птицами являются снегири. С небольшими размерами, но яркими красками. Они словно натуральные художники приукрашивают зимний пейзаж. Самец снегиря обладает ярким внешним видом. Голова у него словно украшена бархатно-черной шапкой. Грудь сверкает ярко-красным, словно пламенем, а спина призрачно-серого оттенка. Он поистине олицетворяет красоту и изящество. Но не стоит забывать и о самках. Их особый шарм и утонченность. Они, в отличие от самцов, украшены не ярко-красным, а теплыми оттенками коричневого и буроватого цветов, создавая совершенно своеобразный образ. Молодые птицы, будучи в своем ювениальном наряде, обладают более приглушенной окраской, но не уступают своей уникальной привлекательности. Длина тела 19 см, а масса всего 36 грамм. Снегири – путешественники по природе. Они обитают в зоне тайги и смешанных лесов Евразии, создавая свои гнезда на просторах от Британских островов до побережий Охотского моря и Камчатки. Но их встреча в средней полосе – настоящее редкое событие, заставляющее сердца птицелюбов волноваться и радоваться. Снегири – это не просто птицы. Это красочные художники природы, оживляющие своими яркими красками даже самые серые зимние дни. Это настоящий музыкант лесов, обладающий голосом, который словно ни с чем не сравним. Как описать его песню словами? Это что-то между металлическим скрипом и свистом, создающим удивительные мелодии. Вот такое волшебство исполняют снегири, поражая своим музыкальным талантом. А уж во время брачного периода они наполняют окружающую природу своими необычными звуками, словно готовят для нее настоящий концерт. И не думайте, что снегири ограничены только лесами. Они живут в хвойных и смешанных лесах Евразии, но часто становятся гостями даже в городских дворах и парках. Зимой, когда мороз диктует свои правила, снегири появляются как яркие шарики среди снежного покрова. Они становятся настоящими символами зимы, словно украшения на гроздьях рябины. Рябина – это их второй дом, место, где они проводят целые минуты, наслаждаясь сочными ягодами. Прилетая стайкой, они выбирают самые лучшие вкусные грозди, оставляя за собой яркие краски в заснеженных лесах. Их поведение во время кочевок просто поражает воображение, когда они отправляются в удивительные путешествия на юг, затем возвращаются обратно весной. Снегири не только музыканты и путешественники, но и уравновешенные и аккуратные птицы. Они не спешат и осторожно выбирают свои действия, особенно в присутствии человека. Однако, если вы сделаете им приятное, предоставив лакомство, они станут вам верными друзьями и, возможно, даже научатся подражать вашим звукам. Вот такие загадочные и талантливые создания снегири. Они украшают леса, вдохновляют своей музыкой и оставляют свой след в сердцах любителей природы. У снегирей, как и у искушенных гурманов, свой особый вкусовой профиль. Хотя они не пренебрегают небольшими насекомыми, их основной интерес сосредоточен на растениях. Они высоко ценят семена хвойных и лиственных деревьев, словно настоящие ценители. Неудивительно, ведь для добычи этой драгоценной пищи у них есть настоящий инструмент – их сильный клюв особой формы, который как бы создан для этой задачи. Однако снегири не ограничиваются лишь семенами. Им вкусны и почки, и молодые побеги растений. А вот первая зелень – это уже настоящая деликатесная пища. Летом они даже располагаются к тому, чтобы полакомиться ароматными цветами. Но настоящее удовольствие для них представляют собой ягоды, особенно если это черемуха или рябина. Именно снегири, увлеченно поглощающие яркие гроздья рябины, стали образцом символичного изображения на зимних открытках и в народной культуре. Как и у каждого существа в природе, у снегирей есть свои естественные враги. Они подвержены нападениям хищников, таких как соколы, совы и даже бурые лесные мыши. Однако благодаря своей предусмотрительности и аккуратности они умудряются сохранять свою безопасность и выживаемость в дикой природе.
Когда приходит время любви у снегирей, они превращаются в настоящих музыкантов и поэтов. Самцы, будто звезды сцены, исполняют свои самые мелодичные песни, наполненные нежностью и любовью, направленные прямиком в сердце их возлюбленных. Ответным же знаком являются тихие, но зачаровывающие мелодии самок, словно покрывающие слушателя теплым покрывалом. Снегири выбирают свои пары лишь к марту, и когда они создают свои дома, самка играет здесь главную роль. Она тщательно изготавливает свои гнезда в ельниках, поднимая их на высоту до 2 метров от земли и далеко от стволов. Процесс создания гнезда – это искусное плетение тонких веток и сухой травы с помощью клюва и лапок. Дно гнезда украшается лишайником, листьями и животной шерстью, создавая теплое и уютное убежище для будущих птенцов. Когда май захватывает своими ароматами, самка снегиря откладывает 5 голубых яиц, украшенных коричневыми пятнышками. Потомство выходит на свет через 15 дней, а когда они появляются, они готовы принять мир широко раскрытыми клювами. Птенцы хоть и маленькие по размеру, но огромные по аппетиту. Родители работают не покладая рук, постоянно принося в гнездо еду, чтобы утолить их голод. Через пару недель они начинают учиться летать, покидают гнездо, но все еще остаются под заботой родителей. Лишь через месяц они готовы к самостоятельной жизни и поиску пищи. В дикой природе снегири могут прожить до 15 лет, но часто их жизнь обрывается даже раньше. Они уязвимы к холоду и в заснеженные холодные зимы нередко погибают из-за нехватки пищи. Спасибо, что провели время со мной, познавая удивительный мир снегирей. Надеюсь, что эта экскурсия в их удивительную жизнь была для вас интересной и познавательной. Не забывайте подписаться на канал, чтобы вернуться за новыми увлекательными приключениями и знаниями о мире животных на моем канале. Берегите природу и до скорых встреч!